Всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак. Представим, что сейчас нет никаких ограничений, главному тренеру сборной России нужно собрать состав из игроков НХЛ и КХЛ. Мы помним, что плей-офф НХЛ каждый год накладывается на даты проведения турнира, поэтому, во-первых, мы не будем брать тех, кто претендует на второй раунд плей-офф, они либо не смогут проиграть ничем из-за игр, либо будут просто выжаты как лимон. Во-вторых, мы соберем состав с парочкой запасных на каждую позицию, чтобы, если что, подстраховать. Как раз на тот случай, когда кто-то все-таки зайдет высоко в плей-офф или получит травму. Это будет максимально интересный состав, такого, я думаю, вы еще не видели. Всем желаю приятного просмотра, подписаться на канал и поставить лайк. Так вы очень сильно поддержите этот ролик. А мы начинаем. Но перед этим я еще немного расскажу про наш телеграм-канал, где я каждый день выкладываю записи, только самая важная и интересная информация для вас. Подписывайтесь по первой ссылке в описании. На кандидатуре тренера мы не будем останавливаться, она уже всем известна. Он у меня и на превью отражен. Философ с берегов Невы поведет красную машину за собой. Так что перейдем сразу к вратарям. Я подготовил список российских вратарей из НХЛ и КХЛ. Кто претендует на сборную, давайте пробежимся кратко по каждому, а затем я расскажу о своем выборе. Сергей Бобровский проводит классный сезон, один из немногих вообще российских вратарей, кого можно отметить в этом сезоне. У него мощная стата, он топ-3 претендент на Визину трофи, но судя по всему мы увидим Флориду дальше, за пределами первого раунда, так что не будем тревожить Сергея и посмотрим, кто есть еще. Андрей Василевский сейчас не в лучшей форме, но он как раз таки и вылетит в первом раунде от команды Бобровского, ну скорее всего. Поэтому за предыдущие заслуги Андрея мы точно его вызовем. Илья Сорокин. Илью мы точно берем в команду, он будет первым номером нашей сборной, ну с Василевским они там поспорят за это звание. У него классная стата, и Айлендерс тоже вылетает в первом раунде. Дальше Петр Кочетков. Каролина идет дальше, чем первый раунд, а Петя, надеюсь, им поможет. Игорь Шестеркин. Начал сезон совсем ужасно, но к старту плей-офф исправился. Сейчас играет в основе одного из главных претендентов на Кубок Стэнли, так что минус. Александр Георгиев. По мне так он вообще не тянет, вряд ли бы его взял в сборную. Плюсом Колорадо далеко собралась зайти в этом плей-офф, поэтому точно минус. Мне кажется, он вообще по психологии не вывозит, и я даже немного удивляюсь, почему Колорадо так и не купили первый номер какой-нибудь, но не подписали. Перейдем к КХЛ, отсюда нам одного точно нужно будет взять. Тимур Белялов. Тимур индивидуально очень хорош, у него лучшая стата вообще в КХЛ по регулярному чемпионату. По мне он один из лучших вратарей, из двух даже, всего КХЛ. Хотя что тянуть, разводить интригу, у нас же есть Илья Набоков. В текущей форме Илья точно заслужил вызов в сборную, даже если у кого-то есть стата получше, мы выберем Набокова, я думаю, никто не будет против. Кого мы тут еще обошли стороной? Александр Самонов, Никита Серебряков, Данила Исаев. Александр Самонов, Никита Серебряков, Данил Исаев. Через годик-другой мы их рассмотрим, но сегодня места уже нет у нас. Получается так: Сорокин, Василевский, Набоков. Считаю, что подобрался довольно уверенный классный состав, сплав опыта и молодости. Я думаю, это было бы лучше трио вратарей на всем ЧМ. Дальше защитники, с которыми у нас всегда очень сложно. Кто сразу приходит на ум и вроде бы должен быть в составе? Поехали, загибаем пальцы. Это Александр Романов, Михаил Сергачев, Дамир Шеребзянов, Александр Никишин, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Дмитрий Орлов, Никита Задоров, Иван Проворов, Павел Ментюков. Я выбрал главных претендентов, надо будет взять из них 8 человек и раскидать их по парам. Что у нас получается? Сергачев только после травмы, не будем его тревожить, хотя Тампа его уже выпустила в основном составе, но мне кажется, это очень преждевременно. Павел Ментюков, второй бомбардир-защитник среди россиян, при том, что сыграл на 20 матчей меньше. Этот 20-летний парень точно заслужил вызов, но полученная травма под конец сезона подкосила все планы. В другой раз как-нибудь, Паша. Такая же ситуация и у Никишина Александра, лучший наш защитник из КХЛ, также на травме. Ну, Саша всего 22 года, еще будет время поиграть за сборную. Осталось всего 7 защитников из моего списка, поэтому давайте подкинем еще двух к ним. Предлагаю взять из тех, кто еще не вызывался в сборную, так сказать, проверить их на прочность. Одного поставить в пару Карлову в четвертое звено, а второго считать запасным, девятым.
Первый это Даниил Мироманов. Многие зададутся вопросом, а кто это? Просто мне показалось, что он довольно незаметно дебютировал за Калгари, а сейчас он проводит на площадке по 20 плюс минут, играет в первом звене, выходит в бригаде большинства и набрал уже 7 очков, и это все за 20 матчей. Отлично, Даня 100% заслужил быть в нашей команде. Вторым будет Богдан Конюшков. Хороший сезон провел 21-летний парень, хоть вместе с Торпедой и смазал концовку. Ужасное завершение регулярки, ну и вылет в первом раунде от СКА тоже не из приятных. Вот такие пары у нас получились. Гаврик Проворов, Шеребзянов Зуб, Задоров Романов, Орлов Мироманов. Считаю, что получилось классно. Сейчас посмотрел, что 5 из 9 защитников, что я выбрал, играли в Брагино на ЧМ 2021. Последним для нас. Так что довольно проверенные бойцы. Ну и самое, наверное, интересное, нападающие. У нас их супер много, поэтому я все варианты не буду перечислять и объяснять, почему мы не взяли того или иного хоккеиста, но сделаем выборку примерно из 15-16 игроков в КХЛ и НХЛ и отсеем где-то 3. Объясним почему. Начнем с НХЛ. Сразу скажу, я не хочу брать наших многоуважаемых легенд, типа Евгения Малкина, Александра Овечкина. Предлагаю составить состав без них. Кто точно будет в нашем составе, это Кучеров, Капризов, Бучневич. Сейчас я понял, что наши в этом сезоне НХЛ реально, можно сказать, провалились. Что-то очень слабый сезон, честно, индивидуально прям. Что в каждой линии парочка лидеров, а дальше такая пропасть. Так что Малкин, Овечкин, добро пожаловать в сбор. И перейдем пока к игрокам КХЛ. Там, по-моему, все поинтереснее. Гусев, Ткачев, Пилипенко, Шабанов, Юров, Голдобин. По мне, так к ним не должно быть вопросов, эти парни действительно заслужили вызов в сборную, особенно когда реально не хватает игроков из НХЛ. Получилось 11 человек, давайте еще добавим 2. Я бы взял Чинахова, Панарина, Дорофеева, Нечушкина, Тарасенко, Свечникова, но они все либо заняты в плей-офф, либо на травмах. Поэтому берем 2 относительно молодых, но уже с опытом выступления за сборную, как минимум за молодежную команду. Это Матвей Мечков и Клим Костин. Возможно, немного предвзято, но пока так. Еще понял, что не хватает центров, поэтому Шабанова меняем на Шалунова. И получили следующие тройки нападения. Кучеров, Бучневич, Капризов, Гусев, Малкин, Ткачев, Овечкин, Юров, Пилипенко, Костин, Шалунов, Голдобин. Но Мечков будет в роли 13-го нападающего. Понятно, что тренерский штаб подходит к вопросу выбора состава намного детальнее, разбирают игру каждого, у кого какой хват, кому удобнее на каком фланге атаки сыграть. Мне и так было тяжело определиться составом, поэтому я не учитывал левый или правый фланг атаки. Заранее извиняюсь. По-моему, получилось классно. Как вам? Сейчас все 4 пятерки на ваших экранах. Как думаете, далеко бы зашел такой состав на предстоящем ЧМ? Я бы очень хотел посмотреть на эту сборную, но пока не судьба. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, поставьте лайк на это видео. Если оно вызвало у вас хоть какие-то эмоции, вы хотите поддержать автора искренне. И не забудьте подписаться на канал в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.